Привет всем любителям экспериментальной авиации! Сегодня на обзоре новая модель, самодельный пенопластовый радиоуправляемый планер схемы «Летающее крыло» с техническим названием EcoWing RC-190. В собранном виде модель имеет размах 1 метр 87 сантиметров, взлетный вес 500 граммов и удельную нагрузку на крыло 14 граммов на квадратный дециметр. Площадь крыла составляет 37 квадратных дециметров, а его удлинение более 9. Планер построен из пенополистирола по принципу скрач-билдинга, то есть с нуля из листового материала и без использования промышленного оборудования, станков ЧПУ, 3D принтеров, систем формовки и тому подобного. Модель состоит из стартового пилона, 2-метровых консолей со стреловидностью 23 градуса по передней кромке и винглетов. В корневой части крыла на 1/3 длины полуразмаха расположены небольшие закрылки. Первоначально их не было, были только элевоны, хорда которых в корне составляла 10%, а на концах 25% от местной хорды крыла. Каркас включает основной лонжерон двутаврового сечения с деревянными поясами и пенопластовой стенкой, а также два вспомогательных пенопластовых лонжерона. Внутри крыла размещены приемник, поисковая пищалка, аккумулятор емкостью 900 мАч и стабилизатор напряжения на 5 вольт. Толщина аэродинамического профиля уменьшается от корня к законцовкам с 26 до 18 мм. При этом его относительная толщина остается в пределах 11-12% и почти не меняется вдоль размаха. В носовой части размещено около 60 граммов балласта. Это означает, что на его место можно установить полезную нагрузку аналогичного веса, например, видеокамеру. Планер полностью разборный. Консоли стыкуются с помощью двух соединительных штырей диаметром 8 мм, изготовленных из 1-метровой карбоновой трубки. На оба штыря надевается стартовый пилон из 4-мм фанеры, через окно которого прокладываются провода электроники. Штыри вставляются в специальные пеналы-гильзы из термоусадки, вклеенные внутри крыла. После подключения приемника к сервомашинкам консолей устанавливаются аккумулятор и стабилизатор напряжения. Можно использовать аккумулятор и меньшей емкости, но тогда в носовую часть придется добавить балласт или полезную нагрузку. Через специальный канал в верхней части стартового пилона выводятся два разъема для подачи напряжения в бортовую сеть. Консоли фиксируются между собой обычным прозрачным скотчем, который легко удаляется после завершения полетов. Также с помощью пластиковых винтов М4 на концах консолей устанавливаются винглеты. Крыло имеет геометрическую крутку. Концевое сечение повернуто на угол -3 градуса относительно корневого. Благодаря крутке и оптимальному коэффициенту сужения модель демонстрирует ранний корневой срыв и при потере скорости плавно опускает нос, не сваливаясь на крыло и сохраняя эффективность элевонов. Для проверки центровки в верхней части стартового пилона находится ряд отверстий, в которые можно вставить обычную зубочистку и зацепить за нее связанную в кольцо нить.
После первых испытаний, показавших средние летные характеристики, я установил небольшие закрылки, разделив управляющие поверхности вдоль всей задней кромки в соотношении 1 к 2. Это позволило уменьшить скорость снижения и увеличить дальность планирования модели. Подбирая угол отклонения закрылков перед запуском, можно добиться максимального значения аэродинамического качества. И, пожалуй, самым интересным способом поднять планер в небо будет старт с помощью амортизатора. Сначала я использовал латексную трубку длиной 5 метров. При расположении стартового крючка в 50 мм впереди от центра тяжести это дало следующий результат. В момент отцепки крыло имело избыточную скорость, но пройдя несколько метров вверх, теряло ее и переходило в пикирование с последующим волнообразным полетом. Соединив две 5-метровые трубки карабином, я получил 10-метровый амортизатор, который поднял модель на заметно большую высоту. Кроме того, я передвинул стартовый крючок на расстояние 40 мм от центра тяжести. Благодаря этому в начале старта модель стала более резко набирать высоту, а к моменту отцепки выходила уже на свою нормальную скорость планирования. На этом обзорное видео по модели подходит к концу, но испытания продолжатся до конца сезона, по окончании которого выйдут видеоуроки по сборке этого планера. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!